Венгрия вступает в конфликт с Хорватией. Госдума предлагает блокировать не только YouTube, а Камала Харрис вырывается вперед в предвыборной гонке. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Окупанти перебрасывают на Покровське направление новые ресурси. Вони не рахуються з втратами, їх великий людський потенціал. Экономика России работает на войну. Деньги из социальных сфер перераспределяются туда. Забрать деньги статей на здравоохранение, образование. Латвия таки будет пропускать авто с белорусскими номерами, но в одном только случае. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Поехали! Евросоюз предложил Венгрии решение вопроса с нефтью, но Будапешту снова не понравилось. Более того, глава местной дипломатии решил мимоходом еще и Хорватию задеть. Дело в том, что Еврокомиссия предложила Венгрии воспользоваться другим маршрутом поставки нефти не через Украину, а через южного соседа. Хорватия просто не является надежной страной для транзита. Это ненадежно, потому что цена транзита нефти была увеличена в 5 раз по сравнению со средними рыночными значениями с начала войны. Это ненадежно, потому что они сделали невозможным МОЛ использовать долгосрочные транспортные мощности. К тому же необходимые инвестиции, говорит Сиярто, не были осуществлены для того, чтобы улучшить пропускную способность линий. В Хорватии пока не отреагировали на эти обвинения в ненадежности. Еврокомиссия продолжает выяснять ситуацию с якобы остановкой транзита российской нефти через Украину, но существенного влияния они пока не видят. Оккупанты перебрасывают новые подразделения на Покровское направление в Донецкой области. Аналитики Deep State и Института изучения войны подтверждают продвижение россиян на том направлении. Зараз іде перекидання нових бригад. Як приклад, одна із бригад, яка раніше була зафіксована як розбита в районі Кринків, вона була відновлена в районі Джанкою, і зараз вона вже перебуває в районі Бердичів, що західніше Авдіївки. Тобто перекидання йде. І скільки їх ще буде, тут важко гадати, тому що вони не рахуються з втратами, їх великий людський потенціал, і вони цей потенціал використовують по максимуму. В целом, продвижение россиян идет еще и на Торецком направлении. Об успехах врага сказал и украинский главнокомандующий, но отметил, что это происходит ценой больших потерь. На блокировке YouTube в Госдуме останавливаться, похоже, не собираются. Теперь там предлагают заблокировать Google, в принципе, весь. Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ними Google Android. Также будет заблокирован iOS. И это произойдет не по нашей инициативе. Мы рекомендуем представителям бизнеса и ученым перейти на другие платформы. Госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации. На такое негативно отреагировала даже чемпионка по закрыванию интернет-ресурсов Екатерина Мизулина. Это какой-то перебор. Чем пользоваться-то, если большая часть смартфонов у россиян на андроиде? Напомню, это вот тот же самый человек, который... Всем привет и всем хорошего завершения рабочей недели. Ну и, конечно, самых лучших, самых теплых и самых солнечных выходных. Но сможет ли российская кибериндустрия обеспечить необходимое количество сервисов на замену всем этим платформам? Главный вопрос. Большая доля аудитории этих вообще Ютуба, к примеру, это мобильные пользователи. Следовательно, у меня должно быть разрешение от Apple для iOS и от Google для Android, для того, чтобы разместить эти приложения в маркете, чтобы люди могли пользоваться ими с мобильного. Но поскольку эти сервисы, включительно с Ютубом, они часто постят пиратский контент, их блокируют в этих магазинах, следовательно, они практически становятся недоступными для мобильной аудитории.
когда они пытались вложить очень много денег в собственную аудиторию для того, чтобы развить и ВК-видео, и YouTube, они столкнулись с очень большой проблемой так называемого дисбаланса между производителями контента и аудиторией. Аудитория хочет интересный контент, но этот контент стоит денег. Для того, чтобы это для того, чтобы получить эти деньги, чтобы делать этот интересный контент, производителю нужна реклама, нужны способы монетизации, нужен какой-то способ для того, чтобы его усилия были оплачены. Протесты в Турции. Группа пропалестинских демонстрантов в юго-восточной провинции Турции Диярбакыр, столице так называемого турецкого Курдистана, вступила в потасовку с полицией после митинга в знак протеста против убийства главы Хамас Исмаила Хании. Демонстранты собрались у ресторана известной американской сети, который некоторые бойкотируют из-за войны в Газе, и скандировали «Да здравствует ад для угнетателей». Некоторые люди бросали предметы в полицию и ресторан быстрого питания, когда полиция пыталась их оттеснить. Ранее большая группа пропалестинских демонстрантов собралась, чтобы выразить свой протест против реакции на убийство Хании. На соседнем здании вывесили плакат с его изображением. В этом вопросе мы особенно стараемся донести это до официальных лиц нашей страны. Мы говорим, что если мы действительно хотим продемонстрировать свою позицию против Израиля и сионистской деспотичной Америки, давайте предпримем конкретные шаги. Латвия в отдельных случаях таки будет пропускать автомобили с белорусскими номерами, говорят в службе финансовой разведки Латвии. Именно это ведомство, которое следит за соблюдением международных санкций, может дать эксклюзивное разрешение на пересечение границы. Просить такое разрешение могут граждане Латвии, которые хотят въехать на своей легковой машине, зарегистрированной в Беларуси, граждане Латвии, которые хотят приехать на автомобиле, который принадлежит близкому родственнику, резиденту Беларуси и зарегистрирован в Беларуси. Граждане Беларуси, у которых есть действующая виза или вид на жительство, и которые хотят въехать на собственной машине, которая зарегистрирована в Беларуси. А я напомню, что санкции, которые действовали против России с 29 июня, были расширены Советом Европейского Союза и на Беларусь. Это ограничения на торговлю, услуги, транспорт и предотвращение возможного обхода существующих санкций. Мирный план Бразилии и Китая поддержали 110 государств. Такое заявление подписали специальный советник президента Бразилии Селсо Аморим и министр иностранных дел Китая Ван И. Они зафиксировали то, что необходимо провести международную мирную конференцию, цитирую, проведенную в надлежащее время, признанная как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов, конец цитаты. И что их план из 6 пунктов единственный, который может решить украинский кризис, как называют войну в Китае. Но ведь российская экономика только перестроилась на военные рельсы. Как ее остановить? Все механизмы работают на войну. Забрать деньги статей на здравоохранение, образование, на благоустройство городов, значит, на всякого рода вещи, связанные с тем, чтобы люди могли хоть как-то в этих городах жить. И сказал, все деньги отдайте только тем, кто подпишет контракт. Все, сейчас я сказал, приоритет именно в эту сторону. Все остальное отложено, все остальное по боку. Главная задача сегодня России в 2024 году добиться какой-то победной ситуации в войне с Украиной, а дальше потом будем разбираться, что останется. У них принцип простой, я многократно это объяснял. Либо победим, тогда разберемся, либо проиграем, тогда разберутся будут другие. Компания Камалы Харрис за прошлый месяц собрала $310 миллионов пожертвований, а ведь она еще даже не стала официально кандидатом в президенты. А вот Дональд Трамп собрал практически в 2 раза меньше – $137 миллионов. 2/3 взносов в компанию Харрис сделали доноры, которые не делали этого раньше. Кроме того, большую часть составили взносы от $200 и меньше. По последним данным, по крайней мере, на конец июля, избирательные штабы имеют перевес в количестве средств в сторону Харрис. Демократы Харрис собрали $377 миллионов, а республиканцы с Трампом $327 миллионов.
Мне остается напомнить вам, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, и поэтому эту поддержку, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», отправляете донаты или становитесь нашими спонсорами, прекращать нельзя ни в коем случае. Также нужно не забывать ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, если вы, конечно, этого еще не сделали. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.